В 1974 году итальянский историк Аугусто Маринони заявил, во время реставрации манускрипта Леонардо да Винчи «Кодекса Атлантикуса» между двумя склеенными страницами был найден рисунок, удивительно похожий на велосипед. Эта новость мгновенно превратилась в сенсацию. Она означала, что да Винчи, художник, инженер, анатом, изобретатель, универсальный гений, опередил свое время более чем на 3 столетия. Леонардо изобрел велосипед. В 1997 году специалисты окончательно признали, что этот рисунок подделка. Хотя, честно говоря, это и без экспертизы видно. Леонардо рисовал гораздо лучше и точнее, а у этого велосипеда педали расположены ниже уровня пола. Но все эти 20 с лишним лет ученые спорили, настоящий ли это рисунок. Многим, особенно в Италии, очень хотелось верить, что именно их земляк изобрел один из важнейших механизмов в истории человечества. Господи, какая ерунда! Ну какая разница, чей земляк изобрел велосипед? Наша-то в этом какая заслуга? Нам-то чем гордиться? Почему же вокруг истории велосипеда столько споров и мифов и фальсификаций? Почему его изобретение оказалось таким трудным и таким значимым? Сегодня мы поговорим о велосипеде. Велосипеде, который изменил мир. Еще за 100 лет до появления настоящего велосипеда люди пытались создать транспортное средство, которое приводилось бы в движение не лошадью, а человеком, и при этом было бы достаточно быстрым, чтобы заменить лошадь. Изобретение такого устройства оказалось невероятно трудной задачей. Но когда это наконец удалось, конструкция оказалась настолько удачной, что почти не нуждалась в дальнейшем усовершенствовании. Не случайно выражение «изобрести велосипед» вошло в обиход как метафора бессмысленного поиска решения для того, что уже давно создано и не требует доработки. В 21-й задаче своего опубликованного в 1696 году трактата «Математические и физические развлечения» французский математик Жан Азанам пишет, что по сообщению месье Ришара в Париже уже несколько лет существует повозка или своеобразное кресло вот такого примерно вида. Слуга на запятках приводит ее в движение, поочередно нажимая на педали, толкающие 2 маленьких колеса, а от них крутятся большие задние колеса. Науке точно неизвестно, существовал ли сей мифический месье Ришар, врач из Ла-Рошели, или он плод фантазии Жака Азанама, вроде поезда, который вечно выходит из точки А в точку Б. Однако этот чертеж вдохновил многих на создание подобного средства передвижения в жизни. В публикациях XVIII века периодически появлялись сообщения с рисунками об успешном испытании подобной 4-колесной повозки с педалями. Однако работающих прототипов до нашего времени не дошло, и современные попытки их воспроизвести показали, что эти повозки или не могли двигаться вообще, или требовали для приведения их в движение очень сильного слуги, после чего они все равно двигались так медленно, что проще было идти рядом пешком. Рикши в Китае, Индии и Японии гораздо лучше справлялись с задачей транспортировки людей с незапамятных времен и бегали быстрее. Требовалось принципиально другое решение. В 1817 году немецкий изобретатель Карл Дресс совершил революцию в мире транспорта, соорудив свою беговую машину, предшественницу современного велосипеда. Это было 2-колесное транспортное средство, которое ехало вперед не посредством педалей, а благодаря отталкиванию ногами от земли. Такой сидячий самокат, строго говоря. Изобретение Дреза появилось в момент экономического кризиса 1817 года, когда из-за климатических катаклизмов и неурожая овса содержать лошадей стало очень дорого, и людям срочно требовалось что-нибудь, на чем можно ездить верхом и что не просит есть.
Беговая машина, также позже известная как дрезина по имени изобретателя, несмотря на кажущуюся простоту, представляла собой технический прорыв. Впервые в истории повозка имела два колеса, расположенные на одной линии, что убивало сразу несколько зайцев. Во-первых, машина была легче, чем четырехколесная повозка. Ей было легче управлять. Она могла проехать по узким дорогам и тропам. Ее было легче чинить. Ее не нужно было кормить овсом. И благодаря усилиям самого Дреза, его беговая машина поначалу продемонстрировала большие успехи. В 1817 году он проехал 14 километров за час, втрое быстрее скорости пешехода. Тогда же начал распространяться термин «велосипед», от латинского «быстрые ноги». Некоторые источники говорят, что слово придумал сам Дрез, чтобы сделать название более научно звучащим. Другие же утверждают, что его придумал французский торговый агент или еще круче французские журналисты. В любом случае, слово появилось и стало активно распространяться в прессе. И хотя общество XIX века по большей части встретило изобретение Дреза насмешками, именно с дрезины началась история создания одного из самых массовых и доступных транспортных средств в истории. Одновременно с Дрезом на его машине пытался заработать предприимчивый лондонец по имени Деннис Джонсон. Многие считали машину Дреза баловством, и поэтому ему ее не удалось запатентовать в Англии. Этим и воспользовался Джонсон и объявил о выпуске усовершенствованной модели. В 1818 году, несколько месяцев спустя после появления на рынке беговой машины Дреза, он представил свою версию, получившую в Англии шутливое название «Hobby Horse» – игрушечная лошадка. Вот то, на чем скакали маленькие мальчишки, палка с лошадиной головой. Джонсон улучшил конструкцию Дреза, опустил раму под сиденьем, что позволило использовать более крупные колеса для большей скорости, заменил деревянные крепления на железные и модернизировал рулевое управление. Он также начал изготавливать облегченные модели под конкретный вес седока и попытался внедрить модель для женщин. Джонсон также открыл школу езды на велосипеде и предлагал индивидуальные занятия за 1 шиллинг. Однако у конструкции были очевидные принципиальные проблемы. Машина, сделанная из дерева и железа, весила около 25 килограмм. Для сравнения, современный велосипед весит в среднем в 2 раза меньше, а ультралегкий спортивный почти в 4. Удерживать равновесие на 2 колесах было непросто, а съезды с горки были особенно опасны. У велосипеда не было никаких тормозов, а разогнаться можно было очень сильно и упасть очень больно. Кроме того, постоянное отталкивание приводило к износу обуви и болям в непривычных к подобной физкультуре суставах. Врачи начинают поговаривать о вреде и опасности велосипедов. И они будут бубнить об этом до самого конца XIX века. Несмотря на энтузиазм отдельных поклонников, массовой популярности велосипедам добиться не удалось. В Британии велосипед-самокат получил прозвище «лошадь для пижонов», а велосипедистов начали пропечатывать в карикатурах. Пресса смаковала истории, где энтузиасты новшества попадали в дурацкие ситуации. В Йорке однажды состоялась гонка между хобби-хорсом и ослом, где осел одержал техническую победу. Конструкция Джонсона сломалась, а ездок упал и разбил себе лоб. Многочисленные жалобы от пешеходов, которые сталкивались с беспечными велосипедистами, привели к проблемам с законом. В крупных городах, таких как Лондон, Филадельфия, Нью-Йорк, вскоре запретили катание по пешеходным тротуарам. Проезжая часть дорог же была обычно разбита повозками с лошадьми, и ездить по ней на велосипеде было практически невозможно, поэтому законы нарушались, и пешеходы организовывались в воинствующие группы, чтобы воспрепятствовать разгулу велосипедистов. Газетчики, отражая пожелания основной целевой аудитории, нагнетали обстановку и призывали охотиться на велосипедистов, а их машины отбирать и ломать.
В Лондоне один ездок был вынужден бежать от враждебно настроенной толпы, забросив свое устройство на крышу дилижанса. Несмотря на все вышесказанное, попытки усовершенствовать конструкцию велосипеда продолжались. В 1821 году Льюис Гомпец предложил ручной привод, при котором рулевая ручка поворачивалась взад-вперед и вращала переднее колесо. Однако это была очень плохая идея. К середине 1820-х годов мода окончательно угасла, и продажи велосипедов упали практически до нуля. Несмотря на то, что Дрез также создал ряд других изобретений, он умер 10 декабря 1851 года в бедности и почти полном забвении. Символично, что на момент смерти Карла Дреза Карл Бенц, будущий изобретатель автомобиля с бензиновым двигателем, жил всего в нескольких километрах от дома Дреза. Ему только что исполнилось 7 лет. Хоть для широкой общественности после 1820-х годов велосипед перестал существовать, слухи о его смерти оказались несколько преувеличенными. В десятилетия, последовавшие за упадком машины для бега Дреза, изобретатели по всей Европе и в США пытались создать практичное транспортное средство с мускульным приводом. Появлялись самые разные экспериментальные конструкции с педалями для рук и для ног, но большинство из них оказывались слишком сложными, неэффективными или неустойчивыми. Одним из немногих исключений стал Уиллард Сойер, плотник из английского города Дувр, начавший производство четырехколесных повозок с мускульным приводом в 1840-х годах. Мономоторная карета это называлось. Сойер усовершенствовал рулевую систему, изменил расположение колес и педалей и представил свои аппараты на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. Хотя его машины вызывали восхищение и даже покупались членами королевских семей, включая российскую, они оставались нишевым продуктом, скорее для прогулок по частным владениям, чем для повседневной езды. Они были очень дорогими и не очень быстрыми, и при движении на скорости свыше 4 миль в час грохотали так, что пассажиры рисковали глухотой. Прошло несколько десятилетий с момента появления машины для бега, и вот одно важное усовершенствование вновь вернуло двухколесный велосипед в центр внимания. Французский кузнец Пьер Мишо в 1867 году добавил к переднему колесу педали, соединенные с осью через кривошип, и тем самым создал первый массово производимый велосипед, так называемый костотряс. Этот, на удивление, простой механизм открыл новый путь для развития двухколесного транспорта. Даже в своей примитивной форме велосипед с педалями развивал скорость до 13 км в час. Несмотря на начальное беспокойство, оказалось, что балансировать на велосипеде можно научиться за несколько уроков. После чего велосипедист мог проезжать 6-8 километров, потратив столько же сил, сколько уходило на пешую прогулку в один. Чтобы сесть на велосипед, ездок обычно вставал сбоку, крепко держался за руль, разбегался, а затем запрыгивал в седло, ловя ногами вращающиеся педали. Конструкция весила около 32 килограмм и стоила 250 франков, сумму, эквивалентную месячной зарплате квалифицированного рабочего. Несмотря на цену, интерес к новинке рос лавинообразно. Парижская пресса регулярно сообщала о взлете велосипедомании. В одной заметке рассказывалось, как двое велосипедистов во время тренировок на Елисейских полях догнали и задержали вора до приезда полиции. В 1868 году, писала Пари Каприз, мужчина, женщина и ребенок могут кататься на велосипеде, не вызывая удивления у окружающих. Это уже не мода, это повальное увлечение, которое в ближайшие месяцы станет настоящей эпидемией. По улицам и паркам Парижа уже мчались сотни велосипедистов. С тех пор Франция ассоциируется для нас с девушкой на велосипеде. Велосипеды стремительно проникали и за пределы городов. По пустынным и ровным загородным дорогам они летали просто как голуби. Весной 1868 года
Газеты писали о двух учителях гимнастики, которые преодолели 800 километров от Ниццы до Клермон-Феррана, будущей родины шин Мишлен. Велосипедом по бездорожью и разгильдяйству, мадам месье. И тут, можно сказать, в разгар успеха гениального конструктора Пьера Мишо настигает скрытая драма, о которой тогда никто поначалу не подозревал, но которая в итоге подорвала его бизнес и бросила тень на его репутацию. Очевидно, что фирма Мишо сыграла ключевую роль в популяризации велосипеда в 1860-х годах. Но на каких, собственно, правах основывался ее коммерческий успех? Первые рекламные объявления в 1867 году ссылались на некое патентное право, но не раскрывали ни подробности происхождения идеи, ни номеров конкретных патентов. Якобы кузнец Пьер Мишо сконструировал современный велосипед еще в 1864 году, и его сыновья уже тогда катались на первых прототипах. Но вдруг выяснилось, что никаких патентов на велосипед у Мишо не было. К 1867 году у него был зарегистрирован лишь один патент на ножницы. Реальными организаторами бизнеса оказался не Мишо, а братья Оливье, сыновья богатого промышленника из Лиона. Именно они вложили капитал в размере 50 тысяч франков, контролировали 70% прибыли и координировали техническую сторону дела. Согласно уставу компании от мая 1868 года, Мишо лишь курировал производство, занимаясь им в свободное от основной работы время. Все это подрывало романтический образ бедного изобретателя, сражающегося в одиночку за признание, и ставило под сомнение его роль в создании первого успешного велосипеда. Но настоящая интрига только начиналась. В конце концов выяснилось, что патент на изобретение педального велосипеда все-таки существовал. Он был подан и получен в 1866 году, за год до того, как Пьер Мишо представил свое изобретение широкой публике. Однако владельцем патента был не Мишо, а другой человек, молодой француз Пьер Лалман. И выдан он был не во Франции, а в Соединенных Штатах. Лалман утверждал, что он придумал велосипед в 1862 году, когда работал мастером по сборке детских колясок в Нанси. Увидев однажды человека, проезжающего мимо на дрезине, он решил усовершенствовать идею, добавил к переднему колесу педали с кривошипом. Свой первый прототип он собрал в Париже в 1863 году, научился ездить сначала в длинном коридоре, а затем выехал на улицу и произвел сенсацию среди прохожих. В 1865 году Лалман эмигрировал в Америку и там уже через год получил патент. Почему его изобретение не получило широкой известности во Франции до появления Мишо, доподлинно неизвестно. Возможно, Лалману не удавалось найти инвестора. Тем временем братья Оливье, те самые, которые позже инвестировали в компанию Мишо, вполне возможно могли видеть велосипед Лалмана в действии. Доказательств у нас нет, но есть основания полагать, что, вдохновившись увиденным, они решили начать собственное производство. Они наняли Пьера Мишо, чтобы физически реализовать подсмотренную чужую идею, заодно сделав его лицом проекта и легендарным изобретателем новой машины. То есть официальная, подтвержденная документами версия на настоящий момент такая. Лалман изобрел велосипед с педалями, а Мишо его популяризовал. Что, конечно, не мешает существованию альтернативных версий, кто же действительно изобрел велосипед. Среди них есть те, что приписывают изобретение велосипеда древним китайцам, и Леонардо да Винчи, и шотландцу Кирпатрику Макмиллану, и русскому изобретателю Ефиму Артамонову. Возможно, эти версии соответствуют до какой-то степени действительности, но ни документов, ни прототипов, подтверждающих это, не сохранилось. Оставим эти версии на ваше усмотрение. Напишите, что вы про это думаете. Пенни-фартинг, от английских монет разного размера, пенни и фартинг, также известный как высококолесный велосипед, появился в 1870-х годах
И несмотря на нелепый вид, он имел смысл. Его самая заметная особенность, огромное переднее колесо, было не для красоты. Поскольку педали тогдашних велосипедов были закреплены непосредственно на передней оси, то увеличение диаметра колеса позволяло проезжать большее расстояние за один оборот педалей. То есть это был скоростной велосипед для смелых молодых людей. Как вы, наверное, догадываетесь, ездить на пенни-фартинге было страшновато, а залезать на него трудно. Высокий центр тяжести делал велосипед крайне неустойчивым. Велосипедисты часто падали вперед, перелетая через руль, что нередко заканчивалось серьезными травмами. Тормозные системы в это время только начали развиваться. Пенни-фартинги оснащались примитивными тормозами, блокировавшими переднее колесо, что только увеличивало риск падений. По мере роста популярности велоспорта среди самых широких слоев населения возрос и спрос на более безопасную и удобную конструкцию. В результате в конце 80-х годов появился безопасный велосипед с двумя равными по размеру колесами, цепным приводом на заднее колесо, пониженной рамой, более эффективными тормозами и несколько позже с пневматическими надувными шинами. Эти нововведения сделали езду комфортнее и безопаснее, что быстро вытеснило пенни-фартинг и закрепило лидерство за новым типом велосипеда, которым мы пользуемся и поныне. Журнал Bicycling World писал в 1896 году: «Всего несколько лет назад велосипед вызывал любопытство, а теперь кто повернет голову, чтобы взглянуть на него? Никто». Очень быстро даже женщинам и людям за 50 уже не было стыдно показаться на людях на велосипеде. Шерлок Холмс и доктор Ватсон выручают из переделки одинокую велосипедистку, в апреле 1895 года каждые выходные проезжающую несколько миль от поместья, где она служит, до железнодорожной станции. Мужественная современная красавица. Чтобы оценить моральную компоненту в езде на велосипеде, можно проследить, как в обществе относились к священникам и монахиням на велосипеде. В 1880-х протестантские пасторы в США и Великобритании первыми оседлали железного коня. Ездили по приходам, проповедовали на ходу и считали это вполне благочестивым делом. Католические священники подтянулись чуть позже. Хотя поначалу это вызывало удивление, разве прилично отцу-настоятелю рассекать на велосипеде? А вот с монахинями все было сложнее. В 1890-х появление сестры на велосипеде в общественном месте могло вызвать шок. Мешала ряса, осуждало общество, и даже карикатуры высмеивали такое зрелище. Но к 1910 годам ситуация начала меняться. Монахини стали часто использовать велосипед в своей благотворительной работе. Они ездили по домам, ухаживать за больными, собирали пожертвования, ездили из обители в школы, где преподавали детям. К 1920 годам и батюшка на велосипеде, и сестра на велосипеде перестали вызывать насмешки. Они стали символами практичности, самоотверженности и новой эпохи, где святой человек мог крутить педали без ущерба для духовного авторитета. К началу 20 века политики, особенно в Британии, Скандинавии и США, начнут использовать велосипед как символ близости к народу, простоты и физической выносливости. Для социалистов и реформаторов это становится частью имиджа. Я такой же, как вы, свой в доску парень. К 1920 годам велосипед в политике – это уже не позор, а пиар. Пионеры автомобильной индустрии считали велосипед катализатором развития своей отрасли. Велосипеды приучили публику к идее, что они могут и должны в любой момент по своему усмотрению поехать куда им нужно. Отсюда один шаг до мечты об автомобиле. Хайрам Перси Максим, создатель электромобиля «Коламбия», писал: «До 1895 года мы не строили механические дорожные машины, потому что велосипеды еще не были массовыми. Тогда нам казалось, что железной дороги достаточно. Но велосипед породил спрос, который железная дорога не могла удовлетворить.
А когда и велосипед уже не справлялся с этим спросом, понадобилось транспортное средство с мотором. Так и появился автомобиль. Велосипед дал автопромышленности не только вдохновение, но и технологии, кадры и даже инфраструктуру. Американская автомобильная ассоциация, основанная в 1902 году, выросла на основе велосипедных клубов, таких как Лига американских велосипедистов. Веломастерские стали прототипами первых автосервисов. Многие автостроители начинали как веломеханики. Партнеры Карла Бенца имели веломастерскую. В 1818 году французский карикатурист для смеху изобразил дрезину с паровым двигателем, даже не подозревая, что моторизованный двухколесный транспорт – вполне реальная возможность. Нужны были только двигатели поменьше, чем для паровоза. Первый работающий мотоцикл был построен в 1885 году в Германии Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом. Их Рейтваген стал первым двухколесным транспортом с бензиновым двигателем. В 20 веке велосипед оказал неоценимое влияние на бедные страны, особенно на жизнь в сельских и малообеспеченных районах, где машин еще долго не будет. Юго-Восточная Азия по сей день остается очень велосипедизированной. С 1950-х по 80-е годы, до начала экономических реформ и современной индустриализации в Китае, владение велосипедом было символом высокого социального статуса. В 60-х годах средняя зарплата составляла около 30-50 юаней в месяц, тогда как велосипед стоил 150-200 юаней, несколько месячных зарплат. Государственные работники иногда получали велосипеды по талонам. В деревнях и рабочих поселках один велосипед мог обслуживать десятки семей, им пользовались по очереди. Во многих бедных провинциях 60-х по самые 90-е годы велосипеды стали жизненно важными для посещения школы, потому что пешая дорога могла занимать несколько часов. Другая страна, чья культура неразрывно связана с велосипедами, это, конечно, Нидерланды. Равнинная местность, компактные города и относительно зажиточный рабочий класс привели к тому, что велосипеды уже к началу 20 века стали доминирующей формой повседневного транспорта. К 1930 годам езда на велосипеде стала абсолютно обычным делом. Голландцы ездили на велосипеде на работу, в школу и даже доставляли товары. Когда нацистская Германия вторглась в Нидерланды и оккупировала их в 1940 году, велосипеды сыграли неожиданную символическую роль в сопротивлении захватчикам. Немецкие солдаты систематически отбирали у голландцев велосипеды для обеспечения транспортом своих войск и полиции. Это было очень тяжело для многих голландских семей. Представьте, что у вас отобрали единственный способ добраться на работу. Это породило культовую фразу «Отдай мой велосипед». Я даже не буду пытаться произнести это по-голландски. Этот саркастический лозунг стал символом голландской обиды на оккупантов. Велосипед стал предметом национальной гордости для голландцев. После Второй мировой войны в Нидерландах, как и в большей части Европы, начался автомобильный бум. Дороги были перепроектированы для автомобилей. Велосипеды объявили частью прошлого. Однако за это пришлось дорого заплатить. Заторы на дорогах, ухудшение состояния окружающей среды и, что самое печальное, рост детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Все это вызвало в 70-х годах откат к традиционному средству массового транспорта. А нефтяной кризис 1973 года и рост цен на бензин окончательно убедили голландцев, что велосипед – это не просто ностальгия по детству, а дешевый, эффективный и экологичный транспорт будущего. На велосипедах ездят не только мальчишки, эксцентрики и спортсмены, как в большинстве других развитых стран, а абсолютно все, от пенсионеров до премьер-министра. На велосипеде с прицепленной тележкой можно отвезти детей в детский сад, а назад в ней же привезти продукты из магазина.
И на волне современного повышенного интереса к экологии пример Нидерландов кажется хорошим выходом из транспортного кризиса для многих развитых стран. А в развивающихся странах народ продолжает повсюду рассекать на велосипедах, доставшихся им в наследство еще от дедов. Потому что велосипед – это не роскошь, товарищи. Это хорошее средство передвижения. Особенно пока не выпал снег. На сегодня у меня все. Дальше пойдет информация о моих блогах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте надевать шлем. Всего вам доброго. До скорых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.